Баланс этих новых героев? Или в целом? Да в целом, да, я все-таки прокачку... Буквально вчера смотрел по лигам. Ну, 51% в сторону конфедерации. Это она чуть чаще побеждает. Я думаю, надо какие-то изменения для сопротивления сделать по балансу, чтобы чуть-чуть его подровнять. Потому что нужно в протяжении долгого промежутка времени конфы всегда выше винрейт во всех лигах. Исключение это командные бои 2 на 2, 3 на 3 там. За прайм-ба, ну, сами видите, да? За счет того, что они могут быстро вместе собираться в одну точку и нападать на одного одинокого конфедерата, товарищ не успевает помочь, и это возникает проблема. Нашел? Да, ну, может быть, не самый простой, правда. Усиление для тумана будет ли? А то инструментов против тумана много, а против щита их... Поддерживаю, согласен. Я сейчас, честно скажу, думаю на том, как апнуть Сопру. А то что-то в последней измене баланса было воспринято как давайте похороним сопротивление. И я как раз думаю в сторону того, чтобы щит, может быть, должен быть пошире, радиус тумана, или длительность его работы подольше. В общем, в эту сторону думаю, копаю. Можете тоже закидывать свои идеи, мне во ВКонтакте писать. Может быть, что-то интересное будет. Вячеслав Герасимов, администратор группы ВК в Вове. А что из вопросов еще? Флаг Луны когда выйдет? Ну, мне кажется, мы таким вопросом еще не задавались. По-моему, у нас на очереди есть еще флаги, кроме флага Луны. Ну, кстати, есть на самом деле флаги на очереди. Там после того, как мы добавили последний пак, там, помню, где-то 10 флагов было. Написали ребята из тех стран, чьи флаги еще не были добавлены, и когда их добавят. Задачу завели. Пока что мы в разработку не берем, ждем изменения. Какие-нибудь, может, еще страны появятся с новыми флагами, или у старых стран обновятся флаги, чтобы не каждый там 2-3 месяца обновлять флаги, а там раз в полгода условно выполнить работу, после чего выпустить разом много флагов. Смотритель названия так себе, если честно, не думали поменять. Ну, насколько я помню, обсуждали, да, Слава? Да, но на самом деле мы готовим новость, чтобы оправдать, почему смотритель все-таки необычное название. Геймдизайнер, который отвечал за название этого героя, уже оставил много комментариев. Я думаю, на следующей неделе мы уже выпустим этот пост, и почему смотритель называется смотрителем, станет понятно. Опа, пехота все минус. Да не, один выжил. Где-то полкрепы снял. Ну, креп это третий тип брони, а у Росомаки самый небольшой урон по третьей броне, чтобы не имбовал. Но опять же, это все только первоначальные тесты, так сказать. Возможно, что там через пару неделек будут небольшие изменения игрового баланса, там апнут Росомаху, вероятно, ну, как будто бы просится даже. Может быть, все-таки надо повысить урон по третьей броне, чтобы ее можно было переиспользовать более эффективно в средней стадии боя. Спорно, Слав, спорно. Смотри, сейчас разгонится. Блин, она и так бовый, блин, ну куда ее еще дальше-то? Накидываем активку, сканируем. Единственное, что вот стрелять он не может в этот момент, пока сканирует. Уязвимой цель становится. И после применения активки дебаф работает больше, короче, на поддержку армии, а не нанесение самому урона. Возможно, стоит увеличить время дебафа после, так сказать, разведки на больший срок. Так, пока про нового героя отвечу, что скоро ли новый герой 2-3 уровня? Ну нет, не скоро все-таки. Ну то есть работа над ним начинается сейчас. Ну как начинается? То есть на уровне прототипирования. Это еще продолжительная работа. 3-й уровень это не скоро. Да, Слав, правильно? Да. Ну как, героев выпустили новых. Сейчас начнется активная разработка вторых. Уже есть 3D-модель нового героя 2-го уровня. Я не буду говорить, что он из себя представляет. Оставим на потом для разогрева комьюнити. Вот. Но он будет имбо-героем прям по эмоциям, которые игроки от него будут получать, и по функционалу то будет круче, чем Левиафан с Солярисом вместе взятые. Вот это новый герой конфы. А у Сапры тоже очень интересная штука. Вот, собственно, в разработке модель, утверждается концепт, утверждается, как он себя будет вести на поле боя. После этого переходим к следующему герою сопротивления. Мажор говорит, будут ли изменения интерфейса в бою? Да, будут. Будет обновлен дизайн. Начали с главного экрана игры. Как видишь, плитки, соревнования. Вот есть еще редизайн магазина, других всяких менюшек. А потом будем, ну, наверное, не в этом году, браться за боевую часть интерфейса. Там тоже что-то, наверное, будем точно обновлять.
Когда будут доступны скрытые параметры юнитов? Есть отдельная фича по редизайну мастерской, то есть обновление ее интерфейса, и в рамках нее заложено вообще отображение характеристик не числовыми значениями вот так вот, и в табличном виде, так сказать, а полосками слева направо с значением и примерно визуализацией, сколько это от максимума. То есть можно будет увидеть не только обычные параметры, но и те, которые до этого были неизвестны. Допустим, это длительность работы щита или же хамелеона, или эффект защиты от энергощита, собственно, юнит, который щит дает. Ну и всякие другие функции, про которые до этого они качались, допустим, запас топлива истребителя, но вы не знали, какой это запас в принципе. То есть такая штука планируется, вроде как даже в этом году. Петя, может меня поправить? Я не Ты припомню про точно. модификацию юнитов, ведь, да? Нет, не про модификацию, а про редизайн мастерской. По выводу дополнительной информации. Это точно должно быть в этом году. Если это не случится в этом году, значит у нас что-то пошло не так. У нас пока все так, слава богу. Поэтому в этом году это должно случиться.